Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и основатель студии ручного авторского кружева Delays. Рада приветствовать вас на моем канале. Это видео будет посвящено такому элементу. Для его вязания вам понадобится пряжа Alize Gold Classic или любая другая с похожими параметрами и крючок от 2,5 до 3,5 мм. Этот элемент входит в бесплатную вводную часть мастер-класса «Ирландская толстушка». Мотив простого уровня сложности. Связать его может даже новичок. Остальные бесплатные уроки вы найдете на канале нашей студии в плейлисте МК Толстушка. Если вам понравится видео, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые уроки. Также будем рады вашему лайку и комментарию. Что такое ирландская толстушка и подробную программу всего мастер-класса вы найдете в описании под видео. Приятного творчества! Добрый день! Сегодня предлагаю связать вот такой вот мотив. Это цветочек с клоунсом. Достаточно такой маленький мотив, и он нам нужен для сборки композиции, для заполнения вот мест, куда уже большие мотивы не войдут. Такие мотивы маленькие всегда нужны. В центре клоунс, обвязка из 5 клоунс-фестонов и лепестки. Ссылку на схему и PDF к данному мотиву вы можете найти в описании под этим видео. Итак, приступим. Берем рабочую нить, крючок, делаем установочную петлю и набираем 6 воздушных петель. Набрали. Теперь на этой цепочке делаем навивы. Накид на крючок, из-под цепочки делаем навив 1, накид, второй навив из-под цепочки, накид, третий, накид, четвертый навив из-под цепочки, накид, пятый, накид, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь все навивы, что у нас есть на крючке, провязываем вместе. Их провязываем, и остается у нас на крючке 2 петли. Первая петля, что была у нас до навивов, вот она. И вторая, что мы сейчас протянули. Провязали вместе. Вот так выглядит клоунс. Теперь мы делаем, обхватываем вот эту нашу цепочку, о которой мы делали, и провязываем все навивы вместе. Провязали. В первую петлю из 6 воздушных петель делаем соединительную петлю, тем самым еще раз закрепляя соединительную петлю. Так выглядит наш клоунс. Теперь делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Наш вот этот хвостик мы можем сверху положить, тем самым мы его будем увязывать. Далее на вот этой цепочке из 6 воздушных петель мы должны провязать 12. Обвейте 12 провязанных. Итак, обратите внимание. Обвиваем цепочку, вытягиваем нить и провязываем ее. Обвиваем цепочку и провязываем данный обвив. Итак, 12. Обвить мы должны провязать. Все делаем ровно, потому что это будет центр нашего цветка. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Провязали. Так вяжем клоун-фестон. Поправляем все аккуратно. Теперь все петли делаем накид на крючок, и все петли, что есть на крючке, провязываем вместе одной петлей.
провязали. Далее вставляем крючок в самый центр нашего первого клоунса и провязываем один столбик без накида в самый центр. Провязали. Вот мы провязали еще клоунс и клоунс-фестон. Вот этот хвостик, который мы увязывали в толщу клоунс-фестона, можем подтянуть и отрезать, чтобы этот хвостик нам больше в процессе вязания уже не мешался. Подтянуть, и он уйдет в толщу. Далее набираем 6 воздушных петель и делаем точно так же навивы. Навив вокруг цепочки и его провязываем. Навив, провязываем. Навив, провязываем. Точно так же 12 раз. 3, провязали 12 навивов. Накид на крючок и провязываем все петли, что есть на крючке вместе. Провязали. Теперь в середину первого клоунс-фестона вставляем крючок и провязываем один столбик без накида. Провязали. Далее 6 воздушных петель. И точно так же формируем следующий клоунс-фестон. Из 12 навивов провязанных, навив, его провязали. 2 петли на крючке, навив, его провязали. 3 петли на крючке и так далее. Так, 3 навива, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем накид на крючок, провязываем все петли, что есть на крючке. Провязали. Теперь в предыдущий клоунс-фестон в середину вставляем крючок и провязываем один столбик без накида. 3 клоунс-фестона, у нас 1 клоунс и 3 клоунс-фестона мы провязали. Опять 6 воздушных петель. Провязали. Также делаем провязанных 12 навивов. Навив на крючок из-под цепочки, провязываем. Так 12 раз. Мы сделали, провязали 12 навивов. Теперь накид на крючок и все петли, что есть на крючке, провязываем вместе. Провязали. Предыдущий клоунс-фестон вставляем вот сюда крючок и провязываем столбик без накида. Провязали. Итого у нас 1 клоунс и 4 клоунс-фестона. Нам надо 5. Далее вяжем также 6 воздушных петель. На этой цепочке из 6 воздушных петель формируем 12 провязанных навивов. Из-под цепочки навив, провязываем ее, оставляем на крючке и так далее 12 раз. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Придерживаем все петли, накид на крючок и провязываем все петли вместе. Провязали. В центр предыдущего клоунс-фестона вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Расправляем и с первым клоунс-фестоном, вот в тело прям первого клоунс-фестона, вот сюда, в арочку эту, соединяемся соединительной петлей. Соединились. Вот мы провязали один клоунс в центре и вокруг него 5 клоунс-фестонов. Далее набираем цепочку из 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам сейчас надо формировать под клоунс-фестонами арки. Провязали цепочку из 6 воздушных петель. Вводим крючок в первый клоунс-фестон, вот сюда. Обвиваем вот этот столбик и выводим во второй клоунс-фестон. Вот так подхватили. Протягиваем нить и провязываем столбик без накида. Далее 5 воздушных петель. Следующий клоунс-фестон вводим с изнанки. Крючок, обвиваем вот этот столбик по лицу и наизнанку выводим. Провязываем столбик без накида. 2 арки провязали. Нам надо 5. 5 воздушных. Следующую также вводим с изнанки, обвиваем по лицу, выводим наизнанку в следующий клоунс-фестон. Провязываем столбик без накида. 5 воздушных петель. И также следующую арку. Вводим, выводим. Провязали. Можно посмотреть, посчитать, сколько мы провязали арок. Нам надо 5 арок провязать. Так вот, первая, вторая, третья, четвертая. Все, вяжем последнюю арку. Провязываем 5 воздушных петель. И соединяемся соединительной петлей с первой петлей первой арки. Там у нас 6 было воздушных петель. Вот в первую петлю мы провязываем соединительную петлю. Так, ее подцепить сейчас надо. Цепили и соединительной петлей соединяемся с первой петлей. Все, итого мы провязали 5 арок. Теперь 1 воздушная петля на подъем. И сейчас в каждую из 5 арок будем провязывать лепестки. Воздушную петлю провязали. В первую арку провязываем 1 столбик без накида, 1 полустолбик и 5 столбиков с накидом. Раз, полностью провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. 1 полустолбик и 1 столбик без накида. Следующую арку то же самое. 1 столбик без накида, 1 полустолбик и 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Считаем. Без накида, накид, 1, 5. Далее 1 полустолбик и 1 столбик без накида. И так в каждую арку. Столбик без накида, полустолбик, 5 столбиков с накидом.
полустолбик, столбик без накида. Следующую арку столбик без накида, полустолбик и 5 столбиков с накидом. Один полустолбик и 1 столбик без накида. И вот у нас осталась еще одна арка, последняя. Столбик без накида, 1 полустолбик, 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. 1 полустолбик, столбик без накида. Вот в первую вот в эту петлю также провязываем соединительную петлю. Провязали. 1 воздушная петля. Обрезаем рабочую нить, вытягиваем, выворачиваем на изнаночную сторону, берем крючок более меньшего диаметра, еще раз делаем закрепительную петлю, провязываем, вытягиваем, закрепились. И кончик нити можно провязать, вот спрятать вот сюда, вот в обвязку арочки. Сразу после выполнения мотива лучше сразу прятать все кончики, чтобы наши мотивы выглядели аккуратно. Убираем все кончики. Все, спрятали. Расправляем только что связанный мотив. Так наш мотив выглядит с изнаночной стороны. И вот так наш мотив выглядит с лицевой стороны. Очень миленький, аккуратный мотив. Мы с вами связали цветочек с клоунзом. Приятного вам творчества!